Маша не была желанным ребенком. Она была той, про кого говорили «так получилось». И так получилось, и врачи запретили. Так что пришлось Машу родить. У родителей даже были мысли оставить ее в роддоме, но соседка по лестничной площадке развела такую бурную информационную деятельность вокруг беременности Татьяны, что просто побоялись, что люди скажут, ведь семья была благополучная. Маша росла, как сорная трава. Родители ей почти не занимались, одевали кое-как, в ясли быстро отправили. В школу Маша ходила с 1 класса сама. Даже старший брат ее не водил, хотя и ходил с ней в одну и ту же школу. В семье центром вселенной был сын, Илья. Даже бабушки и дедушка видели только Илью. Ему всегда дарили дорогие подарки, а Маше какие-то дешевые игрушки и вещи. Иногда просто забывали подарить. Но у Маши была соседка, та самая соседка. Баба Женя работала в палатке с мороженым и подкармливала Машу им. Да и не только мороженым, то пирожок, то конфетку подсунет. Татьяна очень злилась, ведь когда об этом узнавал Илья, то он закатывал родителям скандал. Как это так? Машку угощают, а его такого необыкновенного и прекрасного нет. За это доставалось и Маше. А баба Женя продолжала опекать Машу. Очень по нраву ей пришлась эта тихая, скромная девочка. Кроме того, что баба Женя работала на очень волшебной работе, у нее еще была огромная библиотека книг, доставшаяся от покойного мужа. У них в доме книг почти не было. Илья читать не любил, да и родители тоже. А в школе задавали. Поэтому у Маши был отличный предлог сбежать из дома. Дома было сложно читать. Квартира у них была двухкомнатная. У родителей своя комната, у Ильи своя. А Маша спала на раскладушке на кухне. Там же уроки делала, когда никого не было. А с этим было сложно. Илья специально мешал Маше учиться. Злился, что Машка лучше него учится. Поэтому Маша и пропадала у бабы Жени. Баба Женя была рада девочке. Маша не только делала уроки у нее, но и помогала ей по дому. То пыль протрет, то полы помоет. Дома она это делала постоянно. Мать заставляла Машу убираться в комнате брата, потому что он мужчина, и не мужское это дело. И кухню заставляли убирать тоже, ведь она там живет. Баб Жень, но почему Илья меня ненавидит? Маша пришла к соседке делать уроки. Что случилось? Он специально чай пролил, когда меня дома не было. Мама пришла, а пол липкий, заставила меня пол отмывать и наказала. Бедная ты моя девочка. Баба Женя обняла девочку. Ты держись, учись хорошо, выучишься, найдешь работу и сможешь уехать. Вот Маша и держалась. Шло время. Илья пошел учиться в колледж. Дружки у него появились странные, которых он домой начал водить, пока родителей не было. Машке вообще жизни не стало. Они над ней издевались, смеялись, а Илья только подначивал. Маша вообще перестала дома появляться. Было страшно. Но все изменилось, когда бабушка заявила, что отдает Илье свою квартиру и переезжает жить к дочери и зятю, то есть к ним. Бабушка болела, и ей нужен был уход, который, конечно же, лег на плечи Маши. Только вот бабушка оказалась хуже брата. Она знала наизусть расписание Машиных уроков, и если Маша через 15 минут после окончания уроков не приходила домой, то ей грозило наказание. И если мама в основном ругала и оскорбляла, то бабушка могла взять в руки ремень. Бабушка заставляла Машу обслуживать ее. Маша готовила уже не только на семью, но и специально для бабушки. Бабушка требовала, чтобы она каждый день убирала у нее в комнате. Требования к Маше росли быстрее, чем росла сама Маша. На 12-летней девочке был весь дом. В такие моменты Маша жалела,
что ее не оставили в роддоме. Об этом она тоже знала. От нее никогда не скрывали, что она нежеланная в этом доме и живет здесь только потому, что приносит хоть какую-то пользу. Маше иногда казалось, что она в собственном доме прислуга. Со временем стало собой разумеющееся, что на Машу взвалили все возможные обязанности. Даже уже родители не стеснялись требовать от нее выполнения своих капризов, не говоря уже про то, что уборка квартиры и готовка свалилась полностью на ее плечи. Когда встал вопрос о том, что делать после 9 класса, в семье все, кроме Маши, были единогласны – колледж. И ни о каком 10-11 классе с дальнейшим институтом речи не шло. Маша как можно раньше должна начать сама себя содержать и оплачивать свое проживание. Маша сидела на кухне у соседки. «Баб Жень, ну за что они со мной так? Илье готовы были и репетиторов оплачивать, и на учебу денег дать. А я же учусь хорошо, я сама все сдам, а они против». Утирая слезы, Маша пила вкусный чай. «Не переживай, ты о другом подумай. Раньше работать начнешь, раньше независимой от них станешь. А кто тебе мешает после колледжа дальше пойти учиться? На то же вечернее». Баба Женя успокаивала девочку. «А ЕГЭ? Так его можно сдать не только в школе. Ты узнай получше. Колледж поищи, чтобы подходил дальше учиться. Так они же засунут туда, где им удобнее. А ты дави на то, что там зарплата будет выше. Они у тебя алчные, поведутся». Маша легко поступила на бюджет. Колледж она выбрала самый далекий от дома, чтобы как можно меньше времени проводить дома. К сожалению, это не спасало от требований родных. Маша уже мечтала, что уедет, как только получит образование и найдет работу. Пусть она будет жить в общежитии или снимать комнатку в клоповнике, но только не здесь. Бабушка становилась все более немощной и требовательной. Мама не справлялась с ней и требовала от Маши, чтобы та занималась ей. Но Маша еще больше времени пропадала в колледже. Дома из-за этого были скандалы. Родители требовали, чтобы Маша бросила учебу и занималась бабушкой. Но Маша стояла на своем, что учебу не бросит. А еще в гости зачастил Илья, теперь уже со своей невестой. Они о чем-то шушукались вместе с родителями и бабушкой. Но, судя по разговорам, речь шла о том, что Илье нужна новая квартира. У бабушки однокомнатная, у отцовых бабушки и дедушки тоже, да и они в полном здравии. Денег на покупку квартиры ни у кого нет, а отдавать эту квартиру родители не намерены. Во-первых, с ними и так живет бабушка, а во-вторых, ее, Машку, нельзя выгнать, пока она несовершеннолетняя, а вчетвером в однушке они не поместятся. Этот разговор она подслушала случайно, когда раньше обычного приехала домой. Голова заболела, и она решила не нагуливать время. «Татьяна, я серьезно». Бабушка говорила тихо, но дверь в ее комнату была приоткрыта. «Мам, но как я это бабе Жене предложу?» «Как?» – возмутилась бабушка. «Прямым текстом. Машка сколько лет к ней бегает. Вот пусть и отблагодарит семью за это. А мы ее квартиру продадим и купим Илье нормальную квартиру». «Так когда это будет? Старуха бегает шустрее меня». Татьяна сказала это как-то со злобой. «Мне медсестра сказала, что уколы делать приходит, что ей осталось совсем немного, полгода, от силы год». «Ого!» Татьяна удивилась. Мать всегда умела разговорить людей. «Вот поэтому я и говорю, надо, чтобы она квартиру нам оставила». «А вдруг она Машке оставит?» «Машка несовершеннолетняя, за нее все решаешь ты, так что продашь без проблем». Маша заткнула свой рот,
чтобы не издать ни одного звука, и поспешила покинуть квартиру. Выйдя из квартиры и максимально тихо закрыв за собой дверь, Маша начала трезвонить в квартиру бабы Жени. Что случилось? Перепуганная женщина открыла дверь. Баба Женя, вы правда умираете?» Голос Маши сбивался от волнения. «А ну-ка, заходи». Женщина втянула Машу в квартиру. «Откуда узнала?» «Мама с бабушкой обсуждали, как вашу квартиру к рукам прибрать. Они хотят ее продать, чтобы Илье новую купить. Только вы, пожалуйста, не отдавайте ее им. И мне тоже. Они ее продадут». «Успокойся. Если я квартиру оставлю тебе, то они ее не продадут без твоего разрешения. И не собираюсь я так быстро умирать. До твоего совершеннолетия дотяну». Баба Женя гладила Машу по руке. «Почему вы мне не рассказали?» У Маши на глазах наворачивались слезы. «Ну а зачем мне тебя беспокоить? У тебя других проблем хватает». «Но вы же мне не чужой человек. Вы столько лет обо мне заботились». «Все будет хорошо». Баба Женя обняла девочку. «Обещаю, я еще поживу, и твои 18 лет мы отметим». Маша плакала, не скрывая слезы. Она очень любила эту женщину, которая за столько лет стала ей роднее родителей и других родственников. И сейчас Маша начала понимать, что скоро она потеряет самого близкого человека. Баба Женя была очень мудрой женщиной. Отправляя Машу домой, женщина ее предупредила, что если будут спрашивать, почему она вся заплаканная и так опоздала, то не таиться и сказать, что узнала про ее состояние здоровья, а дальше уже она сама. Именно так Маша и поступила. Пришла домой, а когда на нее накинулись мать с упреками и оскорблениями, Маша расплакалась и призналась, что баба Женя умирает. Через пару дней Татьяна встретила на приквартирной площадке бабу Женю. Та выходила из квартиры. «Здравствуйте, баба Женя». «Татьяна, день добрый. Как матушка, как здоровье?» «Мама жалуется, что ноги болят, а у нас все хорошо. Ваше как здоровье?» «Врачи мной недовольны. Болею. Одна твоя Маша радует. Такая добрая девочка, поддерживает меня». Баба Женя положила свою руку на руку Татьяны и стала говорить немного тише. «Спасибо вам за Машу. Ты не переживай. Отблагодарю я вас за Машину доброту и внимание». При этом сделала акцент на слово «вас». После этой встречи Татьяна стала спокойнее реагировать, когда Маша пропадала у бабы Жени. А Маша начала пользоваться этим. Она могла спокойно провести у бабы Жени весь вечер или на полдня в выходные уйти к ней. Первое время было незаметно, но со временем стало понятно, что здоровье женщины в очень тяжелом состоянии. Но они обе боролись за каждый день жизни. Все чаще баба Женя оказывалась в больнице и все больше времени проводила там. Татьяна с матерью начинали нервничать, ведь день совершеннолетия Маши приближался, а соседка была жива. Однажды Татьяна встретила бабу Женю в компании военного и занервничала. «Здравствуй, Татьяна». «Добрый день, баба Жень. Как ваше здоровье?» «Помаленьку. Вот, Юра меня к нотариусу возил». Мужчина в форме только головой кивнул. «Маша занята, а мне пора поторопиться со своими мирскими делами». «Вы берегите себя». Татьяна улыбнулась про себя. Наверное, все-таки написала завещание. «Спасибо, Танечка. Какие же вы все-таки с мужем молодцы. Такую дочь вырастили». Баба Женя и мужчина зашли в квартиру. «Евгения Андреевна, а кто это?» «А, мама Маши». «Какая милая женщина». «Это только с виду она такая. Ладно, осматривайся. У Маши ключи есть. Она в мое отсутствие за квартирой присмотрит. И потом тоже». «Хорошо. Может, вам что-то нужно?» «Нет.
У меня уже все готово. Маша все знает. Ну хорошо. А дома Машу ждал допрос с пристрастием. Что это за Юра? Мам, я откуда знаю? Баба Женя сказала, что это сын друга ее мужа. Он в городе проездом и навестил ее по поручению отца. А вдруг она ему квартиру оставит и оставит нас ни с чем? Мама, хватит считать квартиру бабы Жени своей. Маша злилась. Она хорошо знала, кто этот Юра, но говорить правду не собиралась. 18 лет – это важный праздник. Илье на его 18 подарили машину, первую. Маша получила игнорирование. Про нее опять забыли. Только баба Женя помнила об этом дне и подарила очень трогательный подарок. Умерла баба Женя через 3 дня. Дома родные чуть ли не праздник устроили по этому поводу. Они были уверены, что баба Женя оставила им в наследство квартиру. Маша занималась похоронами, оформляла бумаги, но в семье никто не обращал внимания на то, что она очень переживает потерю дорогого человека. На Машу вообще никто не обращал внимания. Согласно договоренности, Маша привела квартиру в надлежащее состояние, забрала вещи, какие ей обещала баба Женя, и продолжила жить дальше. Она искала работу, хотя до окончания учебы был еще почти год. «Машка, что происходит?» Мама влетела в квартиру. Она была в такой ярости, что Маша испугалась. «Ты о чем?» Маша только вышла из бабушкиной комнаты с пустыми тарелками. «Почему в соседнюю квартиру заезжают непонятные люди?» «Ты про Юру?» Маша старалась не показывать эмоций, но про себя улыбалась. «Да, он с какой-то бабой». «Ну, это их квартира». Маша старалась быть спокойной. Баба Женя ее им продала незадолго до смерти. Но она обещала оставить ее нам. Она обещала отблагодарить. Ну, меня она отблагодарила. Кое-что подарила перед смертью. Она должна была оставить тебе квартиру. Татьяна орала на всю квартиру. Нет, даже на весь дом. Таня, чего ты орешь? Бабушка вышла из комнаты, опираясь на клюку. Мама, эта старуха ничего не оставила. Она продала квартиру, а Машка все знала и молчала. Татьяну аж трясло от злости. Вот гадюка, мы с ней по-доброму, а она вот так с нами. Женщина заворчала. Хватит. Маша повысила на них голос. Баба Женя была чудесным человеком, единственным, кто ко мне относился по-человечески. Это для вас я только прислуга. Ах, вот как она заговорила. Мы тебя всю жизнь кормили, одевали, а ты на родителей голос повышаешь? Да мы тебе к ней ходить позволяли, только потому что она должна была квартиру нам оставить. Мать со злобой смотрела на дочь. А теперь ты нам не нужна, так что проваливай. Всю жизнь на нашей шее сидела. Хватит. Да и пожалуйста. Маша развернулась и пошла на кухню, потому что в ее руках все еще были тарелки, да и вещи Машины ютились в ящике под кушеткой, на которой она спала. Маша собирала вещи и думала о том, что это нужно было сделать давно, но сейчас ей было куда идти. Баба Женя продала свою квартиру, и основные деньги она отдала Маше. Остальные деньги пошли на похороны. Именно на них Маша купила небольшую квартиру на другом конце города. Ей уже было неважно, как будут жить ее родные и что будут говорить про нее. Она никогда не была частью этой семьи. Единственный человек, который ей был дорог, теперь слишком далеко. Машу больше там ничего не держало. Она начинала новую жизнь. А Юра и правда сын друга детства покойного мужа бабы Жени. Он с удовольствием согласился купить квартиру у женщины, даже с учетом того, что она будет доживать в ней. Юра военный, служил в другом регионе
и готовился выйти на пенсию, поэтому его вполне устраивал такой расклад, особенно с учетом той скидки, что сделала баба Женя. Тем самым помогла не только Машеньке, но и ему. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.